Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Друзья мои, хочу вам показать. Раньше у меня часто в кадре были цветы, а теперь у меня чаще в кадре коты. Потому что коты жрут цветы и невозможно их совмещать. У меня цветы сейчас стоят где-то либо наверху, либо вообще на террасе за окном. Потому что прям так проглотил. Вкусненько было, малышек, вкусненько. Это Рос. Вы давно, наверное, его не видели. Это Росик. Такой он тоже уже большой у нас вырос, малыш. А если, друзья, вы хотите больше видеть котов, то подписывайтесь на мой телеграм-канал Victoria Day Life. Там намного больше про котов. Еще откровенные какие-то вещи про Испанию я рассказываю, про мою жизнь здесь, да, скорее всего, это мой индивидуальный взгляд, уникальный. И, конечно же, про парфюмерию. Обязательно подписывайтесь. И не забывайте применять мой промокод в рандеву 10 Victory. Он дает скидку на все 10%, суммируется с другими акциями и скидками на сайте. Как всегда, подчеркну, обожаю на рандеву от Леванты, их новая фишка с конструктором от Левантов. И точно так же там можно найти снятости, можно найти новинки. Просто вспомнила, у меня в пятницу вышло видео про новинки, и там Шанель просто космически дорогой на рандеву, 3 семерки, 2 нуля, как номер телефона стоит. Да, в общем, но это не сказать, чтобы правило, да, часто там можно найти парфюма, особенно нишу, по хорошей цене. Все, надо кота отпускать. Все, друзья, давайте, сегодня мы поговорим про супер шлейфовые, просто невероятно шлейфовые, вот на целый квартал, на 5-10 метров у многих ароматов такой шлейф и стойкие. Я нашла аппарат, который проверяет со стопроцентной точностью стойкость, шлейфовость. Это, друзья мои, велосипед, да. У меня появился велосипед, я практически каждый день на нем езжу по несколько часов и проверяю парфюмы. Ну, изначально у меня не было цели проверить, а просто я хотела, чтобы вот я сама чувствовала свой аромат, потому что какие-то такие, которые я люблю, кстати, ароматы со средним шлейфом, ну, очень быстро выветриваются, очень быстро слетают на велике. А мне хотелось прям чувствовать аромат, и хотелось, чтобы он был стойкий, конечно же. И таким образом появилась эта подборка. И, кстати, я поняла, что вот, ну, когда, понятное дело, я на велике еду, кожа у меня скорее, можно ее назвать горячей. И эти ароматы очень хорошо, вот лучше всего открываются на горячей коже и, конечно же, долго держатся. Для горячей кожи это бывает проблема. Но и на холодной моей тоже ничего, я их ношу. Но такие потрясающие грани я почувствовала только сейчас у этих ароматов. Давайте начнем. И начну я с аромата, который я носила вчера. Это Fleur de Mal, Dries Van Noten. Это османтус, персик, замша и амбра базе. Но, друзья мои, вот у него шлейф точно 5-10 метров. Это мне сказал муж. Я ехала на велике перед ним, и он говорит: ты просто все вот эти апельсиновые поля перебиваешь своим шлейфом. Вы представляете, какой это шлейф? И неожиданно в этом аромате открылись карамельные нотки. Я не чувствовала их, когда вот на себя наносила. Я вообще не чувствовала красоту этого аромата. У меня Ульяшка, она мне вообще подарила вот эту вот travel-версию, и она от этого аромата фанатеет. Я его нанесла на себя, но я чувствую красивый османтус, такой персиковый, чувствую замшу, кот пошел жрать цветок. И я, значит, Господи, я, значит, понимаю, что это красиво, но вот что-то вот не сказать, что прям вот я в таком диком восторге. Но вот когда он открылся, да, всеми вот этими вот гранями неожиданными, типа карамельный, в конце я через часов 5 уже, да, мы возвращались обратно, и он вдруг, в нем появились какие-то уже такие зеленоватые ноты, как будто незрелого персика. И он стал свежее в конце, да, что удивительно, там же замша и амбра, он как будто в нем еще воздух появился. Но я его чувствовала вот до душа я чувствовала этот аромат.
вы поймите, на велике это физическая нагрузка, это прям такая физическая тренировка, очень-очень напряженная, мощная, да, 7 потов с тебя сходит, и этот аромат остается и шлейфит. И красиво шлейфит. Ну, просто невероятно. Я его расхвалила. Он, конечно, космически дорогой. Он просто космос, сколько у Dries Van Noten стоит ароматы. Но вот этот Ульяша заказывала на официальном сайте, и у них были такие наборы travel-версии. Они вообще нормально, не помню. Но сейчас, я не знаю, есть или нет, они на какое-то время точно пропали. Второй аромат, о котором хочу рассказать, это от Art Collection The Queen of Sheba. Или, если вам нравится Good Girl Gone Bad, разный старт у ароматов. У Good Girl Gone Bad от Kilian более свежий старт. Здесь сразу он такой насыщенный османтус и даже, господи, роз. И даже с такими табачными нотками сразу. А вот потом он становится как персиковая жвачка к базе. Но в шлейфе, вот правда, их не отличишь. Кому что больше нравится, сколько денег хочется потратить. Конечно же, эта версия, она доступнее. Ой, нанесу на себя. В общем, это тоже, да, тоже османтус. Он тоже невероятно шлейфовый, он тоже невероятно стойкий. Единственное, что когда я его купила, надо ему было дать постоять. Потому что я тестила в магазине, а потом мне пришел вот этот вот. Я даже уже начала подозревать, что, возможно, это не оригинал. Но постоял он где-то у меня месяц-два, и он шлейфит, он стойкий, очень красивый. И вообще, вы знаете, я увлеклась сейчас вот именно весной, я увлеклась османтусами, ищу какие-то вот, не хочу похожие на Good Girl Gone Bad, вот здесь, они разные, они абсолютно, хотя даже вот похожи, да, там замша, тут табачок такой, но нет, это разные османтусы. Если вы какие-то любите ароматы с османтусами, не похожие ни на этот, ни на этот, ни на Good Girl, обязательно напишите мне в комментариях. Господи, ну что ж такое-то? Он что-то потерял. Рос. Ну вот, Good Girl Gone Bad. Вот у меня travel-версия. Ношу то тот, то тот. В шлейфе просто неотличимы. Но если вы любите, да, допустим, Good Girl Gone Bad, то, скорее всего, вам может не понравиться, да, потому что вы ждете этот старт, вы прям каждый нюанс любите, или также с Queen of Sheba. Давайте дальше. Аромат. Когда он открывается на горячей коже или в жару, он становится мягким. Но если вы его тестите в прохладу, он может показаться приторным, слишком громким. Он очень стойкий, он очень красиво шлейфит. Вот я вам говорю, на горячей коже в шлейфе это невероятно. Это такая с зелеными оттенками, немножечко сливочная тубероза со сладким кокосовым маслом, и я чувствую здесь, вот стала чувствовать, опять же, да, именно когда на велосипеде ехала, я стала чувствовать тут вот эту ноту табака. Она мне на самом деле похожа или вот на вот эту вот бумажку из пачки сигарет, никакой дымности, а именно вот эта бумажка. Либо еще мне напоминает свеженапечатанный лист бумаги, а это вообще отсылает к фиалке меня. Я очень люблю этот аспект, но он не открывается на холодной коже или в холод. Это нет, это такой громкий, такой сливочно-сладкий кокос. Поэтому вот не могу вам посоветовать его брать вслепую, но советую обязательно потестить и вот иметь в виду эти нюансы аромата. Я еще, кстати, здесь чувствую, господи, не инжир, я финик тут чувствую. Да, такой сладкий оттенки финика. Я не скажу, что этот аромат округлый, это аромат многогранный. И он открывается с разных сторон в разное время. Иногда он шлейфит, допустим, вот для меня и фиником, и сладким кокосом. Иногда он больше зеленой туберозой, иногда вот этим табачным листом неожиданно шлейфанет. Обязательно к затесту, да, без затеста не покупайте. Не слепая покупка, ни в коем случае. Хотя я купила слепую. Но я, так сказать, уже опытный в этом деле человек.
Я это делаю редко, но никому не советую, никому. Слепые покупки — это, знаете, такая лотерея. Давайте дальше. Вот это стопроцентная женственность во флаконе. Это Angel's Dust от Франческо Бианки. Аромат про помаду, про пудру. Здесь есть бальзам Толу. Я стала эту ноту чувствовать во многих ароматах. Она, знаете, она даже каким-то таким не откровенно вишневым сиропом пахнет, но с каким-то таким намеком, да, есть в нем это, именно бальзам Толу. И я этот встречаю неожиданно, я не знаю, почему это не заявлено в Путан де Паласес, этот оттенок, и некоторые люди говорят, что чувствуют там вишню. Этот же оттенок есть вот в in Paris, есть он. Но в целом это аромат про пудру, про помаду, про такую будуарность, расслабленность. Можно сказать, что странно шлифить этим ароматом, когда ты едешь на велике. Но мне вот именно хотелось, да, меня такие ароматы поддерживают, меня такие ароматы вдохновляют. Я люблю такое. Цитрусы почему-то очень редко, да, для меня выступают вдохновением и придают мне сил. А вот эти вот женственные ароматы, да, и мне хотелось именно так шлифить. Тем более я приехала на велике и пошла, так сказать, по делам. И я не хочу все время чувствовать себя, как будто я продолжаю быть на велике. Да, и тем более я на прогулочный велик, я одеваюсь вот в этой рубашке, например, да, то есть я не одеваюсь как-то очень спортивно, и велик мой не выглядит спортивно, он такой красавчик. Поэтому мне хотелось вот что-то вот такое женственное. И это просто стопроцентное женство. И какой у него шлейф. Вот не уступает Флёр де Маль от Дрис Ван Нотен. Ни капельки не уступает. Ни Кватро Пиццы от Касамарати не уступает. Я, кстати, там не сказала название, извините, друзья. Не уступает вообще ни разу. И точно-то он еще, кстати, громче, мне кажется. Вот в конце дня я его чувствовала даже громче, чем эти два аромата. Он прям очень стойкий. Причем, мне кажется, этот вот бальзам Толу прям вот впивается. Так. Так, давайте я хочу просто сначала с нишей разобраться, а потом мы перейдем к люксику. Давайте. NDCI, Pêche Cardinal. Это аромат, который стартует, многим кажется синтетически, но я просто кайфую от этого старта. Это персик и черная смородина. И вот это сочетание всегда дает ощущение почему-то, да, черная смородина может давать ощущение какого-то тропического фрукта. Но тут такая доза, что кому-то кажется синтетикой. А для горячей кожи и вот для такой шлейфовости, в шлейфе точнее, это очень красиво, это привлекательно, это так фруктово. Потом здесь появляется кремовая тубероза, очень красивая. И для меня это аромат тропического острова, такой жаркой ночи, песни, пляски, веселье, и которая заканчивается какой-то обязательно романтикой. Вот. Ну, потому что аромат очень начинается радостно, ярко, крикливо, а потом он все-таки смягчается, такой кремовый, туберозный, и даже мне в какой-то момент стал напоминать Герлен терракота. Да, но, естественно, у Герлен терракота нет такого старта. Это именно вот ближе к базе чем-то стал напоминать именно такой косметичностью, кремовостью, пудровостью даже, возможно. Что-то в них такое общее промелькнуло. Давайте дальше. Дальше у меня две Делины. Ну, это вы сами понимаете. Это просто чемпионы по стойкости и шлейфовости. Это вообще редко куда. Это выдерживают апельсиновые поля. Немногие люди могут это выдержать, находясь рядом с вами. И я поняла, что это правда ароматы для горячей кожи. На мне в Делине какая-то нота жутко свербит. Это как такая же, вот как я чувствовала Флёр Наркотик. Это какая-то минеральность, но мне это вообще напоминает какую-то мазутность, что-то такое техническое, синтетическое. Но когда кожа нагревается, когда этот аромат в шлейфе ощущаешь, это очень красивая роза, пион.
И вот эта нота, да, она почему-то не душит меня, не убивает, а придает аромату свежести, какой-то пронзительности такой придает, сил такой, знаете, ты уже на последнем издыхании, и вот вдруг этот шлейф, он тебя как будто вот несет тебя, да, придает тебе энергии. Но вот так вот просто, когда я сижу в спокойной обстановке, я никуда не собираюсь нестись, кожа у меня не собирается нагреваться, ни жара, этот аромат меня прям такой плитой бетонной прибивает. Мгм. Да, очень сложные у меня отношения. Чуть получше у меня с Делиной эксклюзив. Она тоже, кстати, стойкая, но она, вот эта нота, она как-то, она потише, она есть, но она прям намного тише и очень-очень много пудры. Здесь роза и как будто бы розовая пудра, розовый крем, розовое масло. Очень-очень много всяких роз, но пудровость здесь прям такая мощная пудра. И это очень женственно. Это в шлейфе очень красиво. Это один пшик. Это один пшик, не больше. Да, если вы по полям, как я, то, пожалуйста, на велосипеде хоть 10 их. Главное, чтобы вас, вас не убило, вас самих это не уничтожило, не задушило, потому что я прям чувствую, понимаете, прям пудру, как будто ее текстуру ощущаю. Прям чихнуть хочется, когда вот это вот вдыхаешь. Но шлифит невероятно красиво, женственно, дорого. а, И для любителей роз, конечно. Ну, эти оба аромата для любителей роз. Роз, кстати. Котика Роз зовут. Кто помнит, он у нас сначала был росой, да. Мы их взяли трехнедельными. С улицы мы не знали, конечно, их пол, и ветеринары не могли точно определить, но предварительно сказали, это девочка. И он у нас 2 месяца был росой. Так, все, переходим к люксику. Люкс. Первый аромат, о котором хочу рассказать, Нарцисса Родригес Фохио, черный кирпичик, самый знаменитый, самый старый аромат Нарциссы Родригес. Обожаю их, все старые выпуски практически, у меня почти все есть. Это, значит, флёр де оранж, но очень концентрированный. Я сейчас ездила по вот этим вот полям флёр де оранжа, прям воздух весь, ты как будто сам пропитываешься этим ароматом. Согласна, самый натуральный флёр де оранж у Серж Лютанс, вот самый натуральный. А здесь как будто бы он прям очень концентрированный. Я не чувствую тут очень ярко османтус, возможно, каким-то фруктовым оттенком, но даже вот не ярко, что персиковым, да. И тут, конечно же, фирменный мускус Нарцисса Родригес. Он придает аромату летучести, он придает ему, соответственно, такой шлейфовости невероятной, и он очень-очень стойкий, очень. Особенно вот моему уже, не знаю, года 2, наверное, он со временем еще более стойкий становится. И еще, и друзья мои, два, нет, хочу с другого начать. Pure Poison от Dior. Dior, очень красивый флакон, обожаю вообще все яды, но у меня пока вот один только чистый яд. Это жасмин, это древесность и белый мускус. И знаете, вот я все это вам рассказываю, но это ни о чем не говорит, потому что это очень сбалансированный, округлый, абсолютно на самом деле не раскладывающийся на ноты аромат. Он шлейфит таким чистым, кремовым. Да, есть намек на белоцветочность, такую немножко хищную белоцветочность, но непонятно. Ну вот я лично, да, не чувствую тут явно такой жасмин с куста, который вот сейчас цветет. Нет, здесь сразу понятно, это парфюм. Это очень сложно. Кстати, вот сейчас подумала, Унуе от Жеробом больше вот мне по характеру, по настроению вот этот аромат напоминает. Никакую не самсару, как его сравнивают, а скорее вот это. Если хотите понять, что по настроению такое унуе, то это Pure Poison. Да, вот такой вот какой-то... Там тоже, кстати, жасмин, там тоже дерево, по-моему, тоже мускус. Не помню, есть ли мускус, но, по-моему, есть. Вот с чем можно его сравнить. Но это все-таки парфюмерная вода.
Он более диффузный. Там, по-моему, экстракт, насколько я помню. У всех, по-моему, Jeroboam экстракт, поэтому он очень стойкий, но шлейф у него покороче. А здесь супер шлейф, узнаваемый, кстати, многие его даже узнают, стойкий и невероятно красивый. И он для меня вот про аромат чистоты тоже, кстати, как и Унуе. Ну надо же, как вот я сразу-то не поняла, что больше к чему меня склоняет. Очень-очень красиво, очень-очень. И даже вот сейчас уже вроде весна, аромат такой довольно-таки густой, плотный. Не, ну все равно красиво, да. Летом бы, конечно, я вряд ли рискнула, но сейчас просто невероятная красота. Мне почему-то все время казалось, что он на зиму, но нет, нет, весной тоже очень красиво. Так, Ив Сен-Лоран. Это у меня версия Intense Libre. Я заметила тенденцию, что у меня с женственностью ассоциируются белые цветы. Тут практически все ароматы про белые цветы. Ну, есть еще роза, да, но я сейчас это поняла. Для меня самые, наверное, женственные ароматы белоцветочные. Ну и они чаще всего самые суперстойкие. Здесь флёр де оранж и жасмин. В начале лаванда, в сердце тоже есть лаванда, она чувствуется, но за счет сладкой ванили, тут еще бобы тонка, все-таки он более сбалансированный. Мне почему-то очень сложно носить в парфюмерной, в туалетной воде. Там такой перепад, вот этот от цитрусово-лавандовой, фужерной, так сказать, части к ванильной, чуть-чуть белоцветочной, он какой-то такой резкий, и фужерность вот это на мне не очень хорошо звучит, а версия Intense лично на мне прям идеальна, и мне она кажется, ну, более женственной, хотя вообще мне кажется, что это унисекс. Вот это вообще Libre серия, это больше унисекс, ну, согласитесь. Если бы это выходило у Ниши, это бы 100% относилось к унисексу. Начало такое вообще фужерное, а потом идет не очень заметный белоцветочный блок и такая ваниль мадагаскарская с горчинкой. Вполне бы я вот хотела такие ароматы от мужчин ощущать, а не Dior Sauvage. Не люблю Dior Sauvage прям вообще. И у меня еще два шанельки, два аромата Шанель. Первый это номер 5. Вы знаете, мне в комментариях написали, ну это не мне, там с кем-то человек спорил, написали, что надо дорасти, чтобы понять Шанель номер 5. Человек написал, надо дорасти до искаженного восприятия. Ну знаете, если изысканный вкус воспринимать как искаженное восприятие, то я полностью согласна. Да, надо дорасти до искаженного восприятия. Я росла до Шанель номер 5, и он открывается в жару, он очень красивый, он с одной стороны такие есть освежающие нотки, да, вот эти альдегидные, которые сначала тебя бьют по голове, потом вот так вот по щекам, а потом открываются красивым кремово-пудровым цветочным ароматом. Вот. Думаю, с горячей кожей чуть-чуть полегче. Это шлепки не такие сильные. Я долго не могла понять, потому что у меня дальше альдегидов ничего не шло. В жару на мне открылся. И вот, когда я езжу на велосипеде, я красиво, женственно и со свежими такими аспектами звучу Шанель номер 5. И я уверена, что многие люди даже в жизни не подумают, что это Шанель номер 5. Это звучит просто, знаете, ну не прям современно. Современность у нас сейчас это минеральность какая-то в ароматах, да, а это звучит, ну правда, вот вне времени. Это звучит как шикарная женщина выглядит. Так это звучит. И, конечно же, радостная, веселая Мадемуазель Коко. У меня версия Intense. Если у вас парфюмерная вода, она, кстати, еще более шлейфовая, более стойкая. Версия Intense помягче. Тут как будто бы вот в эти радостные цитрусы, яркие, задорные, с пачули в базе, которые еще их усиливают, добавили, разбавили мультифруктами. Соком мультифрукт. Но это непередаваемая нота волшебная Мадемуазель Коко, которую я обожаю. Она здесь осталась.
Кого-то эта нота душит, но я ее очень-очень люблю. И, конечно же, шлейф от него невероятный, невероятно красивый. Мне кажется, коту нравятся мои рассказы про ароматы. Так, а что, все? Ой, я все рассказала. Все, друзья, вот такая вот получилась подборка. Пишите свои любимые, обязательно женственные, стойкие шлейфовые, но женственные ароматы, потому что мне прям не хотелось в эту подборку включать вот чисто по признаку стойкости шлейфа, потому что, ну, согласитесь, вот те ароматы, где есть амбра дерево, они прям стойкие шлейфовые или что-то напоминающее амбра дерево, они всегда такие. Но я даже люблю некоторые из их представителей, но все-таки для меня это не про женственность. Про женственность это цветы, это какие-то уходовые средства, часто это абстрактные ароматы, это вот прям то, что можно назвать парфюмом, да, это не звучит конкретно чем-то съедобным, если о гурманике, или конкретно каким-то деревом и так далее. Это все-таки прям парфюмерия, духи, те самые французские духи. Все, друзья, спасибо, что были, получается, с нами. Спасибо, что заглянули на канал, что досмотрели это видео, что поставили лайк, что написали комментарий, что подписались на канал. И не забудьте также подписаться на телеграм-канал, там интересно. И про мой промокод в рандеву 10 Виктори. Все, хорошего вам настроения, здоровья обязательно. И обязательно будьте счастливы. Все, всех целую, обнимаю, всем пока-пока.